Всем привет, мои маленькие большие любители истории, с вами Мизучар, и сегодня мы будем играть за остров Эпштейна. Да, вы можете увидеть, это действительно остров Эпштейна, и просто посмотрите, какие у нас бафы. Это у нас отдельный мод, и так что да. К сожалению, кастомных тут фокусов у нас нету, они, к сожалению, абсолютно дефолтные, но все равно. Зато у нас вот такой вот лидер. Ох, честно говоря, не знаю, что из этого выйдет, но мы начинаем. Первым делом давайте мы возьмем развитие военно-морского флота, чтобы сразу получить дофигищу верфей. И просто посмотрите, сколько у нас ячеек для исследования. Это просто ужас какой-то. Почему у нас, как и у Германии, их? Ну, в принципе, ладно, зато мы можем изучить сразу транспортный корабль и даже подводные лодочки. Давайте мы изучим. Строить, к сожалению, мы ничего, кроме инфраструктуры, тут не можем, но хотя бы это тоже норм. А вот дивизии, кому интересно, у нас состоят вот из такого вот шаблончика. Так-то неплохой нам шаблончик тут накинули. А вот людей в армию как-то нам не особо накинули. И мы ставим фельдмаршалом Илона Маска. Или давайте Трампа поставим фельдмаршалом. Просто посмотрите на его бафы. Давайте лучше Трампа фельдмаршалом поставим. И, наверное, генералом Леонардо Ди Каприо давайте поставим. Мне кажется, душевно больной человек делал этот мод. Ну, в принципе, давайте запустим время. Я больше ничего сказать не могу про это. Угу. И тут, кстати, у нас вылетает ивент. Должен ли ИИ требовать? Для начала спасибо за скачку моего мода. Отдельно благодарность всем, кто скачал этот русификатор. ПС автор русификатора. В данный момент ИИ может требовать только территории, не совсем правильно понимает, какие территории он хочет. ИИ может требовать при уровне мировой напряженности больше 20%. Ну, я не знаю, не понимаю, что может пойти не так, давайте это выберем. Я так понимаю, тут что-то еще будет происходить, наверное, какие-то ивенты. Ну, в принципе, ладно. У нас тем временем уже совсем скоро выполнится фокус развития военно-морского флота, и мы получим целых 3 верфи. И уже, наверное, совсем скоро сможем производить что-нибудь, наверное, да? Не скоро. Думаю, нашей первой целью будет какой-нибудь Доминикана. Ну, наверное, он. Дивизии, потому что у них довольно-таки слабые, так что, думаю, даже можно тут пооправдывать цель войны, всего лишь 150 дней будет. Ну, а мы далее берем фокус развития промышленности. И пока что давайте начнем производить конвои, потому что у нас их тоже нету. На самом-то деле очень грустно, что у нас нету кастомных фокусов, и мод на самом-то деле не особо-то и проработал. Мне кажется, на то, чтобы потратить миллиард времени и сделать тут кучу генералов с максимальными бафами, мне кажется, ушло больше времени, чем написать немножечко фокусов тут. Если этот мод будет дорабатываться, я обязательно его еще раз сниму, и было бы прикольно, если по каким-нибудь фокусам, например, можно было бы стать президентом США, и Эпштейн просто стал президентом США. Раз тут уж настолько шизовый путь. Ну а нам вообще бы немножечко повысить призыв, хотел я сказать. И что это такое? Осуждаю, я просто осуждаю. Это ужас. В любом случае, давайте накопим мы немножечко 400 политки, но я осуждаю. Я осуждаю крайним образом это. Я еще раз повторяю, этот мод делал душевно больной человек. И чтобы побыстрее подкопить политическую власть, давайте мы возьмем развитие политики. Не, это, конечно, прикольно, что у нас Трамп вообще может в болото, не в болото, в пустыне, вообще везде выиграть всех, но что-то это, по-моему, дисбалансно немного. Хотя с фактом того, что у нас всего лишь 2 дивизии, которые боеспособность 11%, так все. Отлично, у нас изучилась подводная лодочка, так что давайте мы ее сделаем. Ага, сделаем подводную лодочку. Конечно, нам же торпеду еще изучить надо. Так что изучаем еще торпеду, и давайте тогда сразу мы изучим вторую подводную лодочку. Ага, тут сделали не только кастомный призыв, но и экономику также. Можно теперь тут поставить миллионеры как гости, которые нам будут приносить очень и очень много бафов. Но сначала, думаю, давайте мы повысим призыв все-таки. Советники, как я вижу, у нас тоже кастомные, но у нас, к сожалению, нету ни главнокомандующих, ничего другого. Но, думаю, мы потом тоже поставим политических советников. Отлично, у нас выполнилось развитие политики. И далее давайте возьмем развитие вооружений. И у нас, на самом-то деле, уже оправдалась цель войны против Доминиканской республики, но я, честно говоря, не знаю, что нам с ней делать, потому что у нас еще нету корабликов. Ну, в принципе, можем немножечко подождать и потом уже объявить войну. У нас, кстати, прирост политической власти довольно-таки большой. Блин, я немножко не посмотрел, на какую дату у нас была цель войны против Доминикана, так что да, Эпштейн выслушивает небольшую критику за слабость внешней политики. И еще забавно то, что тут во всех идеологиях, кроме нейтралитета, тут стоит Эпштейн. А в нейтралитете тут стоит Джонас. Это кто вообще, интересно?
из тех, кого тут есть, и вот тут нету. Мы наконец-таки можем теперь производить винтовочки. Что-то мне подсказывает, что производство у нас будет какое-то слишком огромное, потому что, ну, сами можете понять, тут что-то с этим не так, тут что-то явно выкручено, причем на максимум выкручено. Ну и за 400 политвласти давайте перейдем на очень осуждающее название вот этого вот призыва. YouTube, я такое не одобряю, это всего лишь мод, и его делал какой-то психически больной человек. Я тут ни при чем. Далее давайте возьмем фокус развития вооружений 2. Теперь, думаю, можно заново кинуть цель войны против Доминиканской Республики. И начинаем производить наши первые подводные лодочки, только мы их должны сначала сделать, а у нас до сих пор торпеды не исследовались. Давайте Ди Каприо тоже мы поставим еще приспособленца черту. Жалко, конечно, что обучаемость наших дивизий конкретно падает из-за того, что они пополняются людьми. Ну и далее берем развитие вооружений 3. А также я наконец-таки сделал нам шаблончик подводной лодки, и теперь мы будем сейчас их производить. Хотя что-то мне подсказывает, надо было нам играть через ВДВ, но в принципе ладно. Далее берем фокус развития строительства. Ну и теперь давайте мы переведем экономику на миллиардеры как гости. Бафы, конечно, тут просто жесточайшие. У нас тем временем выполнилась цель войны против Доминиканской Республики и объявляем им войну. Ну и пока что мы будем сидеть, потому что у нас до сих пор, не произвелись наши подводные лодочки. Ну а далее давайте возьмем фокус развития строительства 2. Да уж, скорость мобилизации, конечно, у нас просто ужасная. У нас за все время только 6000 человек появилось. И еще и вылетают забастовки. Интересно, это кто тут вообще забастовывает? Вообще забавно то, что мы можем произвести подводные лодочки, но мы их не можем разместить из-за того, что у нас не хватает людей вообще. Ну а далее давайте возьмем развитие инфраструктуры. Проблема у нас заключается в том, что у нас все люди уходят сразу в дивизии. Они тут пополняться будут, мне кажется, еще долговато. А для того, чтобы пополнить 2 дивизии, нам нужно примерно 19200 человек. Опа, и Италия оказывает нам военную поддержку. Это интересно, однако. Ну а далее давайте возьмем развитие строительства 3. И давайте Трампу мы тут, наверное, поставим наступление специалиста. А вот Леонардо Ди Каприо поставим армейскую логистику. И теперь мы можем поставить Трампа на наступление, но у него, правда, портрет изменился немного. И у Леонардо Ди Каприо тоже портрет изменился неплохо так. И у нас опять вылетают забастовки, да и сколько можно. Ну и далее давайте возьмем еще одну ячейку для исследований. И у меня соседи именно сейчас решили посверлить стену. Надеюсь, вы этого не слышите. Блин, когда у нас уже появятся людские ресурсы, потому что у нас нету людских ресурсов для того, чтобы развернуть подводные лодки. Думаю, мне кажется, будет проще сейчас одну дивизию расформировать, чтобы у нас наконец-таки появились подводные лодки. Да, отлично. И потом мы просто заново обучим еще одну. Ну и теперь мы ставим эти подводные лодочки. Где тут? На патрулирование. Давайте на патрулирование поставим, чтобы у нас создавалось тут морское превосходство. Правда, как я вижу, нам все равно не хватит для того, чтобы высадиться. Ну а далее давайте возьмем развитие армии. И давайте, может, произведем еще одну дивизию. Нам, к сожалению, нужно еще примерно 5 подводных лодок для того, чтобы хотя бы превосходство получить. Я хотел сказать, давайте сейчас мы построим тогда еще одну верфь, но, к сожалению, у нас тут просто нету места для того, чтобы строить, так что давайте один завод мы просто удалим и вместо него теперь построим верфь. Ну а далее, наверное, давайте пересядем на постоянный фокус. Какой бы поставить? Наверное, строительная техника. Советники же за 150 политки давайте мы поставим Трампа и выпустим еще одну дивизию. Правда, мне кажется, ее мы опять удалим, потому что нам нужны люди для того, чтобы сейчас у нас появились подводные лодки. К сожалению, у нас опять нету больше места для строительства, так что давайте возьмем передачу земель под промышленность и получим еще одну за ставку и поддержку войны провинцию для строительства. Ну, точнее, точку для строительства или, как это сказать, ячейка. Во. Тяжело, конечно, теперь в новом обновлении тут превосходство набрать, да. У нас, кстати, так-то уже целых 6, по-моему, или 5. Сколько тут? Да, 6 уже у нас подводных лодок, но, к сожалению, мы даже так не можем тут ничего сделать. Так что ждем еще больше подводных лодок. Ну а главную доктрину мы возьмем превосходство в огневой мощи. А также давайте еще прожмем региональную промышленную интеграцию, чтобы получить еще одну ячейку для строительства и тоже туда впихнем верфь. И у нас появилась уже
уже 7-я подводная лодочка. Мы даже с 7 подводными лодками не можем даже половины превосходства набрать. Думаю, еще подлодки 3 нам нужно, и тогда уж точно у нас будет превосходство. Меня смущает, что у нас уже 10 тысяч, винтовок, но мы ничего с ними сделать не можем, потому что у нас людей нету. Хотя, конечно, в теории могли бы просто в коммунизм перекатиться. Ну и наконец-таки у нас еще 2 тут подводных лодочки появилось, их мы также ставим на патрулирование. И что нам скажут? А у нас скажут теперь... до 126 увеличится. И теперь вопрос, это нам хватит для того, чтобы высадку сделать или нет? Ага, ну конечно же не хватит, кто бы сомневался. Давайте в артиллерию поддержку поставим концентрацию огня. Выпускаем еще одну лодочку. Теперь у нас тут уже целых 10 лодочек, и у нас до сих пор не хватает превосходства, да. Видимо, еще одна нужна. И еще одна у нас появилась лодочка. Ее давайте уже под нового адмирала мы сделаем. И что нам теперь скажут? Теперь-то мы можем высадиться или нет? А теперь мы вроде, да, мы можем высаживаться. И смотрите, сразу у нас море поменяло цвет. Так что давайте будем обучать пока что одну дивизию и уже готовить высадку. И Бразилия делает политику добрососедства. Ну, в принципе, ладно, мы с ней даже не граничим. Ну, а следующим советником давайте мы поставим принца Эндрю. И у нас опять вылетают забастовки, да сколько можно. Так, поставила сюда еще 2-ю дивизию. И так что ждем еще 50 деньков, и тогда мы сможем, наверное, уже высадиться. Думаю, под настолько сильными генералами это будет сделать довольно-таки просто. И думаю, кстати, можно поставить лучше не Леонардо Ди Каприо, а давайте Клинтона мы поставим на атаку, потому что у него слишком уж большой прирост атаки. Она сейчас нам больше всего нужна. И Клинтону тоже вкачаем приспособленца. В Европе там, кстати, уже какие-то действия там происходят. Италия уже к Рейху вступила, там и уже и Чехословакию покушали, поделили. А мы до сих пор тут сидим на этом острове. У нас тем временем опять произошли герои производственного фронта. Ну и думаю, наконец-таки мы можем высаживаться. И давайте мы сразу врубим им вынужденную атаку. И, как вы можете увидеть, в принципе, даже что-то да и получается. Ну, вроде как мы тут пробиваемся. Ну, надеюсь. Там, кстати, уже Польша войну объявили. Правда, мне кажется, нужно врубать и врубать тут вынужденную атаку, и без нее никак. И все-таки нам получилось высадиться в Доминиканскую республику, и они капитулировали. И из нее мы, конечно же, делаем марионетку, потому что, ну, столько уж мы не сможем людей тратить. У нас их так нету. И Доминиканская республика просто стала Доминиканской республикой, да. Они не стали каким-нибудь островом Эпштейном и Доминиканской республикой. Шаблончик я решил немножко дополнить рейнджерами-разведчиками. Теперь мы будем обучать уже наши войска из дивизий Доминикана. Смотрите, насколько много мы можем теперь их сделать. И людей мы почти не потратим. Всего лишь там 2000, по-моему, потратили. Так что, думаю, пора кидать цель войны против Гаити. Ну а следующим фокусом давайте возьмем фокус ставка на национализм. И давайте еще нам, наверное, поставим советника Илона Маска, давайте. И выпускаем еще 20 дивизий. У нас тем временем уже оправдалась цель войны против Гаити, поэтому объявляем им войну. Сейчас у нас восстановится немножко дивизий, и уже можно будет атаковать. Только я забыл немножко Доминиканскую республику призвать. Но вот теперь уже точно можно атаковать. Ну, их дивизии, в принципе, рассыпаются, как нифиг делать. И просто посмотрите, насколько легко мы тут пробиваемся. Просто легчайше. Ну а далее давайте возьмем по фокусам милитаризм. И теперь закрываем в котелке вот эту вот их столицу. Ну и сейчас она, в принципе, тоже выбивается, и Гаити капитулирует. И думаю, можно ее просто передать Доминиканской республике, чтобы она тут восстановила, не знаю, что-нибудь. Потому что там, по-моему, у нее решение должно пройти, чтобы, да, она могла объединиться, и теперь у нас появилось новое вождество Эспаньолы. Теперь для Доминикана это все национальное считается. Ну и, конечно же, давайте попытаемся оправдать цель войны против Венесуэлы. Как же без этого? У нас оправдалась цель войны против Венесуэлы, и объявляем войну им. Правда, мы до сих пор не можем высадиться, потому что, ну, вы сами видите, у нас еще подготавливается высадка. Да, высадка подготавливается. И нам еще вот Доминикана хочет одну дивизию сбагрить, но нам не надо. И у нас, в принципе, полетела высадочка. И, в принципе, Каракас как-то они не особо и не дефают даже. Так что, думаю, если мы еще пару раз тут прожмем вынужденную атаку, думаю, мы пробьемся. Отлично, у нас получилось пробиться, и мы высадились в Каракас. И пока сюда не прилетело 20 тысяч дивизий венесуэльцев, давайте мы перебросим сюда всю нашу армию. Хотя, да, они просто, видимо, все армию держали где-то на западе или на границе с Соединенным Королевством, видимо. Или вообще на границе с Колумбией. Ну, короче, где-то они держали свою армию, непонятно где.
Ну и наши дивизии уже приплыли, так что можем уже начинать тут атаку. Что-то мне подсказывает, совсем скоро тут уже Венесуэла отвалится. Ну и вот, в принципе, Венесуэла капитулировала. Из нее мы также делаем просто марионетку с репарациями. Ну и я думаю, уже мы будем заканчивать на этом видеоролик. Вышел максимально странный мод, к сожалению. Он, конечно, прикольный, но, как вы понимаете, он вообще не доработан. Так что ссылочку, если хотите поиграть с ним, я оставлю в описании. Так что давайте, всем удачи, всем пока. Обязательно, кстати, подписывайтесь на канал, потому что до 4000 подписчиков осталось совсем немного. Всего лишь там 100 человек. Так что давайте подписывайтесь быстрее.